Здравствуйте, друзья! Сегодня в этом видео мы разберем, как собрать и разобрать болгарку. Болгарки бывают разные. Бывают с регулировкой оборотов, бывают без регулировки оборотов. В основном принцип у всех одинаковый. Но есть, конечно, отличия. Есть сейчас бесщеточные, есть щеточные, вот они. Есть аккумуляторные болгарки. Но в основном вот он, сетевой инструмент. Первым делом нужно убрать щетки с якоря. Если у вас щеточная болгарка, щетки, они находятся, вот они. Тут сразу видно, вот два кармашка таких вот. Вот одна, вот вторая. И мы сейчас их уберем. Окошечко одно открываем. Вот они щеточки. Вот она щетка. Вот она, видите? Вот она давит на якорь. Вот эту вот пружинку, которая давит на щетку, мы ее в сторону сместим сейчас. И нужно убрать, чтобы она давление на щетку не оказывала. И уберем. Так, вот убрал одну. Вот она щетка. Можно ее вообще вытащить. Можно не вытаскивать. Ну, оставим ее, все равно она ослаблена. До второй щетки сейчас пойдем. Вот пружинка опять. Вот она щеточка. Вот. Чуть-чуть ее ослабили. Все. Отсоединяем вот эти вот 4 болта. То есть механику, вот она, отсоединяем от электрики. Открутили болты. Теперь нужно вот вытащить, разъединить. Вот такими вот движениями. С одной стороны плавно, с другой. То есть с одной стороны не ломаем на излом, а плавно снимаем с посадочного места. То есть она идет соосно тут, 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 тут. Можно здесь. И оно все отсоединится. Вот отсоединилось. Теперь вот таким движением берем. Еще немножко. И вот корпус механики отсоединяется от корпуса электрики. Вот это у нас это пыльничек, который статор защищает. Его тоже убираем. Вот якорь. Вот охлаждение якоря, подшипники. Вот сейчас нужно мне якорь. Якорь — это вот эта вращающаяся часть. Отделить от редуктора. Редуктор вот он. То есть для этого нужно снять крышку редуктора. И там шестереночка есть. Сейчас мы это все наглядно и увидим. Открутили болты, вскрываем крышку. Крышечку открываем также соосно. Здесь ковырнули. В другом месте соосно ковырнули. Чтобы на излом она не шла. Все, открыли. Здесь вот. Сейчас смотрим, что у нас шестеренка. Вот она сейчас, чтобы болты не вылетали у нас. Прокладка стояла. Вот у нас тут шестеренка ведущая. Вот она. Все в порядке. Убираем в сторону. И вот, что мы имеем. Вот он якорь. Вот он, вот этот вот. Вот эта гайка. Вот ее нужно открутить нам. Она откручивается очень туго. Поэтому нам нужно держать вот этот. Вот можно в тиски зажать. Вот этот якорь. Можно газовым ключом. Сейчас мы это и сделаем. Такая технология.
откручиваю ключ, плотно-плотно зажимаю. Не знаю, хватит сил, у меня нет. В 90% случаев резьба левая. А тут у меня, посмотрим, тут большое усилие надо. Вот видите, если сорвет, так сорвет. Греть тоже нельзя. Если нагреешь, шестеренку можно отпустить, то есть она мягкой станет. Отпуск стали. Ну, вот таким вот усилием и давим. И вот гаечку откручиваем. Вот откручиваю гаечку. Убираю, вот она. Вы попробуйте. Если гайка не идет, там срывается ключ. Может быть, резьба в другую сторону откручивается. Вы попробуйте. ВДшки брызните. Посмотрите. Ну, подождите немножко, постучите ее. И дело пойдет, вот получится как у меня. Вот у меня она получилась открутиться. Большинство оно откручивается по часовой стрелке. А у меня откручивается против часовой. Я вот взял против часовой, уперся посильнее и открутил ее. Вот получилось. И вот начинаем мы разбирать дальше. Убираю газовый ключ. Мне не нужен тряпку. Получилось даже не в тисках. Теперь убираю вот шестеренку. Это вот. Да, ее можно и не убирать. И сейчас нужно вытаскивать якорь. И вот я его вытаскиваю. Все, якорь вытащен. Все. Вот для этого мы вот откручивали эту гайку. Убираем шестеренку, убираем редуктор. Тут все в порядке. Тут якорь. Все, разобрали. Якорь мы освободили, он нам больше не нужен с редуктором. И переходим к электрической части. Вот здесь находится у нас статор. Вот это защита статора. От механической части электрическая, вот она прокладочка. Убираем ее. Вот он сам статор. Вот он. Статор — это неподвижная часть. Вот. И теперь нужно открутить нам вот эти вот 4 болта шурупа, чтобы снять вот эту ручку, чем мы сейчас и займемся. А для чего нам это надо? Чтобы долезть до кнопочки. Открутил 4 шурупа, снимаю ручку. Вот, провода статора. Теперь нужно разобрать ручку, чтобы долезть до нашей кнопки, добраться. Специально делаю пометки. Вот видите, вот пометка. Вот пометка. Чтобы потом при сборе не было никаких проблем. То есть я раз пометки совместил между собой и все. Также на редукторе делаю, на крышке редуктора. Электрическая, механическая часть. Проблем не возникает. Как детский конструктор. То есть вот черта, вот черта. Все, собрал и думать не надо. Раскручиваем ручку и добираемся до кнопки. Сейчас мы раскручиваем ручку, чтобы добраться вот до кнопки включения-выключения. Открываем. Все, тут ничего нету. Все, добрались до кнопки. Статор, вот они провода. Кнопка, конденсатор и контактный провод. То есть питание нашей болгарки. Все, болгарка разобрана, вся по запчастям. Ну а теперь собирать с той же последовательностью, как разбирал. Сейчас крышку нашей кнопки, ручки. Так, вставляем якорь, потом сюда, прикручиваем, вставляем в корпус. Все, крышку редуктора в последнюю очередь. Все, болгарка собрана. Всем всего хорошего, подписывайтесь на канал, до свидания.